Всем привет! Меня зовут Алена, и я тут на днях решила попробовать сделать плюмерию. Так что сегодня покажу, что у меня получилось. В работе я буду использовать итальянскую бумагу плотностью 180 грамм. Отрезаю полосочки по размеру 1,5 на 5 сантиметров. Вкладываю вдвое и буду делать лепестки. Нам нужно сделать лепесток на длинной ножке. Снизу оставляю я где-то на ножку 2 сантиметра. Скругляю края. И сама ножка приблизительно 2-3 миллиметра. На один цветочек понадобится 5 таких лепестков. Теперь красить. Красить я буду строительным красителем. Можно использовать масляную сухую пастель, также любые акриловые краски, гуашь или же самую обычную акварель, фломастеры. Вариантов много. Сверху я слегка подкручиваю лепесток, чтобы он не был очень плоским, и растягиваю. Ножку можно немножко согнуть. Теперь подкрашиваю снизу цветочек. Кстати, разновидностей плюмерии очень много, также она есть разного цвета. Поэтому посмотрите в интернете, и возможно вы выберете совершенно другой цвет. Вот такой яркий лепесток получается. Делаю так все лепестки и оставляю просохнуть. Потом будем склеивать цветочек. Краски подсохли, теперь я все склеиваю. Беру 5 лепестков и склеиваю друг на друга с помощью ПВА клея. Почему ПВА? Потому что он не дает такого толщения, как термоклей, но можно и, конечно же, и с термоклеем. Склеиваю 5 лепестков, накладывая один на другой. Затем наношу клей на последний лепесток и приклеиваю первому. И тут самое важное, чтобы снизу все хорошо склеилось. Делаем ножку нашему цветочку. Хорошо прижимаю и скручиваю. После чего оставляю просохнуть. Но тут я сделала небольшую ошибку, потому что лучше всего было бы вклеивать проволоку тогда, когда наша ножка не совсем хорошо просохла. Так приходится делать отверстие при помощи иглы. Расправляю все лепестки в сторону, выгибаю, растягиваю, если где-то нужно. Даже подрезаю лепестки, потому что бывает, что они не совсем одинакового размера. Делаю аккуратненько отверстие и вклеиваю внутрь проволоку. После чего оставляю уже хорошо просохнуть. Когда цветочек хорошо высох, тейпируем ножку. Делать это можно при помощи тейп-ленты или же гофрированной бумаги. Ну и на саму веточку плюмерии можно использовать как все раскрытые цветочки. Все, как вы пожелаете. Я буду делать и закрытые цветочки, и бутоны, и полузакрытые. Для того, чтобы сделать полураспустившийся цветок, после склеивания нам не нужно его раскрывать. Просто вовнутрь вклеиваем стебель, проволоку. И точно так же тейпируем ножку. Для самих бутонов я сделала маленькие лепестки. Они могут быть совершенно любого размера. Просто вырезала из остатков бумаги. Также проволока и термоклей. Но тут можно не обязательно использовать термоклей. Можно за основу внутри взять фольгу. Склеиваю 2 лепестка, которые перед этим я растянула. Наношу в середину побольше клея и начинаю закрывать, формируя бутон. Также во время того, как я скручиваю бутон, нужно, чтобы лепестки направлялись в сторону, чтобы у нас именно прожилки были видны, как будто бы бутон скрученный. Скручиваем так бутон и тейпируем ножку. Можно подкрасить.
Ну и так, в принципе, все мои цветочки будут готовы. Остается все это собрать в одно большое соцветие. Один цветочек я сделала на более длинной проволоке, чтобы было удобнее работать. Но все остальные они у меня на короткой проволоке. Я постепенно на бумагу и на термоклей начинаю собирать все цветочки. Сами листья. Беру зеленую гофрированную бумагу, отрезаю полоску по ширине 5 сантиметров и буду делать листья. В длину листья у меня получится где-то 10-11 сантиметров. Разрезаю вдоль и будем приклеивать на проволоку. Делаю точно так же, как самые обычные листья. Тут я уже использую термоклей, потому что он очень сильно удобен в работе. Наношу клей, приклеиваю проволоку и сверху закрываю второй частью бумаги. И, как вы видите, все прожилки на бумаге направлены вверх. Хорошо все прижимаем и вырезаем, делая форму листа. Сверху лист у нас круглый. Можете сделать себе шаблон, чтобы делать все листья одинаковые. Я обычно делаю все листья разные. Начинаю подкрашивать. Я решила подкрасить сухой пастелью немножечко листья по бокам и посерединке сделать более светлую прожилку с помощью салатовой пастели. И так я делаю все листья. Теперь остается собрать полностью веточку. Снизу я немножко затонировала в коричневый цвет. И теперь постепенно я приклеиваю по 2 листа, спускаясь чуть-чуть ниже друг от друга. И все. После этого веточка плюмерии у меня готова. Единственное, я решила еще немножечко затонировать оранжевым цветом серединку цветочка, добавить ей большего объема, но, наверное, вместо ярко оранжевого цвета можно добавить чуть-чуть более коричневый, чтобы он не был настолько насыщенный. На этом моя работа готова. Ну а если для вас было полезным и интересным это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Ну и, конечно, не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать мои следующие видео. До новых встреч, пока-пока!